Привет, друзья! Сегодня мы наносим фактурную декоративную штукатурку в стиле скалистый камень. К сожалению, часть звука в начале и в конце утерялась, но самая интересная середина будет озвучена мной уже не закадровым голосом. А начнем мы вот с такой подводки. Сделал X2, чтобы самое неинтересное быстренько промотать и перейти к сути. Для начала мы наносим кварцгрунт просто валиком, просто кварцгрунт закатываем всю поверхность. Кварцгрунт мы оставляем на высыхание примерно на пару часов, и уже можно приступать к первому слою нашей фактурной штукатурки. В данном случае у нас будет толстослойное покрытие. Это а-ля травертина, то есть известковая штукатурка на крупной мраморной крошке. Ну или кварцевые крошки. У всех производителей там используется немножко разное зерно, главное, чтобы она была крупной. Как вы понимаете, к такой штукатурке не нужна какая-то требовательная подготовка, то есть эта подготовка не под окраску. Достаточно просто на рудмент нанести один слой шпаклевки, даже, допустим, LR-ки хватит. То есть ничего особого вводить там не надо, фактура очень мощная и грубая, она перекроет все косяки стены. Так как это известь, слой толстый, то оставить нужно это высыхать примерно часиков на 5. Итак, друзья, ровный слой у нас полностью высох. Теперь мы будем делать основной слой, который у нас является фактурным, который, в принципе, задаст весь вайб этой нашей штукатурки. Наносить мы это будем при помощи кельмы, при помощи торцевания. И также мы будем делать здесь маленькие хитрости использовать, которые как раз помогут нам добиться вот этого вида скалистого камня. Для начала берем штукатурку на плоскость кельмы непосредственно. Я стараюсь ее более-менее равномерно, хаотично в разные стороны расправить с вспомогательным шпателем. И в данном случае мы будем задавать некую направленность нашей штукатурки. То есть немножко мы будем все это дело протамповывать, но при этом добавлять небольшую диагональную направленность нашему узору. Сейчас мы будем местами еще его увеличивать в размерах. Работа такая достаточно творческая. Тут нужно стараться брать за референс какой-то реальный камешек, какую-то натуральную породу а-ля известняк. Тогда у вас получится максимально интересная работа. Когда мы работаем на объеме, я думаю, что самый эффективный метод стыковки такой штукатурки — это наносить ее вот такими диагональными полосками длинными в разбежку, чтобы она как косой паркет у нас наносилась. Тогда мы сможем точно избежать каких-то не очень красивых стыков, которые могут появиться, если класть совсем топорно. Вот, допустим, нанесли вот такой участок, теперь мы это дело немножко сгладим япончиком и посмотрим, возможно, где-то мы добавим толщины нашей фактуре, что даст нам более грубый, более натуральный объем скалистого камня. Сглаживаю я аккуратненько, еле докасаясь. Я тоже использую немножко вот эту вот диагональ, да, то есть в основном я сглаживаю все по диагонали, но местами можно тоже расправлять это в разные стороны. Так будет рисунок максимально разнообразен. Так, ну смотрите, уже вот такой рисунок есть, он достаточно мощный, интересный, но сейчас я еще добавлю на него более крупные части. Добавлять я это буду прямо вручную. Вот так вот взял материал на япончик и, еле прикасаясь, добавляю вот такие более крупные острова, которые у нас идут все так же по диагонали. Можно немножко также их расправлять в разные стороны, это опять же придаст натуральности. Такой вариант мне уже нравится, видите, то есть тут меняется крупность. И это очень важно, чтобы наша фактура смотрелась наиболее приближенно к какому-то натуральному природному известняку или какому-то камушку. Теперь доделаем наши пустые места. И все точно так же проходим вот по этим местам. Тут очень важно менять крупность. Именно за счет изменения крупности получается натуральность.
То есть, возможно, при работе на объеме вам уже не понадобится добавлять вот эти вот острова япончиком. Возможно, вы уже сможете именно вот этим нанесением тамповкой кельмой сразу же регулировать. Где-то прям жирно тамповать, где-то поменьше. И вот у нас получается разная крупность, разные острова. Вот мы натамповали. Теперь мы это все дело сглаживаем. Вот эта верхушка мне нравится, как получилось. Я, наверное, даже только по минимуму там добавлю. В целом меня устраивает, как она выглядит. Сглаживаем теперь вот это место. И напоследок то, что у нас в нижнем правом углу. И сейчас у нас еще будет некая хитрость, да, которая нам поможет максимально приближенно к натуральному камню сделать это нанесение. Ну и все. Буквально я добавляю пару штрихов вот в этой части, которая смотрелась пустовато. Мне уже нравится вот такое нанесение. И теперь мы еще по нему пройдемся еще раз нашим хитрым способом. Хотя, с другой стороны, способ этот достаточно простой. То есть точно так же, если мы работаем на объеме, примерно 1,5 квадрата нанесли, материал прихватился там, где у него тоненький слой, а там, где толстый слой, он еще такой слегка начинает подвяливаться. Вот в этот момент мы берем валик. У меня валик с достаточно низким ворсом. И проходим всю фактуру разнонаправленно. То есть она не должна быть совсем влажная, она должна слегка быть прихвачена. Таким образом мы на ней задаем микрорельеф, тот рельеф, который в принципе ничем другим не сделать. Можно что-то похожее сделать торцеванием кистью, но валиком это делается удобнее и быстрее. И этот микрорельеф именно то, что мы встречаем на обычном нашем природном камне, таком как известняк, ну и другие такие дикие скалистые породы. В принципе, вот в разные стороны по всему объему я прохожусь. Где-то могу чуть сильнее пройтись, где-то даже с более жирного места я переношу материал на более пустой, то есть у меня на валике он чуть остается, я раз его в более пустое место, допустим, ткнул. После того, как вот такая работа проделана, опять же возвращаемся к этому месту и уже слегка проходим это все дело каким-нибудь легким инструментом, например, япончиком. Но в целом мне уже нравится эта фактура, и все. В таком виде мы оставляем ее до полного высыхания. Слой здесь достаточно толстый, друзья, так что нужно учесть, что если мы наносим это на объекте, то, соответственно, в таком виде мы уже оставляем ее до следующего дня. Я думаю, часов 5 это будет сохнуть минимум. Все, друзья, ждем полного высыхания, и дальше у нас будет еще несколько интересных операций, которые помогут подчеркнуть данную фактуру. Так, друзья, продолжаю закадровым голосом. Здесь звук тоже гикнулся, но осталось такое самое нудное. Для того, чтобы с этой фактурки сбить все шероховатости и колкости, мы проходимся по ней наждачной бумагой номер 100. То есть достаточно грубое зерно, практически самое грубое мы берем. И она очень легко шкурится, так как это известковая основа. Все лишнее сбиваем, после чего можно лессировать. Вы посмотрите. Можете поставить паузу и посмотреть внимательнее по цвету, который я наношу. Это лессирующее покрытие. Специально для фактурной штукатурки именно лессирующее покрытие нужно использовать. Поставите паузу и посмотрите, что она очень светлая. Добился я такого цвета, просто добавив туда колер, полиш, цвет кофейный. В принципе, любой другой колер, я думаю, кофейный подойдет. Совсем светлый цвет наносим кистью, лишнее убираем влажной вискозной губкой. После того, как такой слой нанесен, естественно, на объеме могут у вас появиться пятна, даже если это светлый цвет, так как на известь она сразу же местами впитывает, появляется неравномерность. В этом ничего страшного нет, потому что это все нивелируется последним слоем. В общем, таким нехитрым способом кистью и губкой прокрашиваем все,
и оставляем на высыхание 2 часа. Итак, друзья, наш последний слой. И чтобы вы думали, это просто белая матовая краска. Мы набираем на валик краску, хорошенько его отжимаем, чтобы был без излишков. Валик должен быть с коротким ворсом, подходит в данном случае велюровый валик. И просто проходимся, вот так прокатываем все верхушки. Теперь можно посмотреть на эту работу под разными углами и разным освещением. Вот такой скалистый натуральный камень безлистковой породы у нас получился. Мне кажется, это что-то такое с побережья Испании. Такая отделка отлично подойдет в стиль средиземноморский, где ценится именно такая грубость нанесения и натуральность, что ли. Что-то близкое с природой в этом есть. Если вам понравилось это видео, друзья, обязательно ставьте лайк и поделитесь им, чтобы хорошие люди видели больше хороших видео. Не забудьте подписаться на канал, заходите в ссылки в описании, там вы найдете много интересного, инструменты, обучения, мой инстаграм, где есть работа на объеме. Ну а с вами увидимся в следующем видео. С вами был, как всегда, я, Геннадий Продекор. Желаю вам хорошего настроения и творческих успехов. Все, пока. Пока.